Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео, как вы понимаете, вторую часть из названия. Мы продолжаем с вами раскрашивать Кристин Керн. Это феи. В прошлой части, в первой части мы раскрашивали с вами кожу, лицо, руки, в общем. Это запрос видео, поэтому выполняю. И в этом видео будем раскрашивать волосы. Я, честно говоря, после первой... Давайте покажу, напомню. После того, как первую часть сняла, камеру выключила и сижу, разогналась, дальше начинаю красить, потом понимаю, что куда разгоняюсь. В общем, я не знаю, насколько не совсем поняла по запросу. Не то чтобы не поняла. Я выбрала, не знаю почему, так как я красила здесь уже лицо призмами и так далее. Не нравится мне, что она как-то вот мало здесь вот этой розовинки. Красила лицо призмой, ну и решила, что нужно, взяла для волос тоже призмы. Наверное, я не знаю, когда просили волосы раскрасить, может быть, имелось в виду немножко другой формат, как вот в Мариоле. Просто призмами не совсем получается так, как там. Ну, в общем, пишите, если интересно, то будем раскрашивать еще и в Мариоле, тем более, что на днях появится новый PDF Мариолы. Ну, у меня имеется в виду. Поэтому, если интересно, пишите. В общем, я взяла призму. Я хотела сначала рыжий сделать, как я уже говорила, но дело в том, что там есть еще пару иллюстраций феечек этих девочек. И там вот одна прям вообще такая, знаете, с веснушками. Прям, ну вот, как говорится, сам Бог велел рыжий ее сделать. И чтобы, ну, не было как-то однотипно, я решила, ну, здесь тогда вот выбрала призмы. Взяла 943, 946 номера и 1083 серый. Здесь не будут они штриховаться, потому что, ну, не знаю, я пробовала, не особо у меня получается именно штриховать призмой. Да, она не будет штриховаться так, как штрихует, допустим, Полихромос или Пабло. Поэтому да, как-то так будет. Если именно интересует, ну, хочется, да, пораскрашивать, посмотреть именно другими, в другой раскраске, другой формат волос. Тут просто и особо, наверное, не знаю. Ну, у меня нет такого еще опыта в штриховке, да, в раскраске волос, кожи, чтобы так красить. Поэтому уж был запрос, я его выполняю, и ни в коем случае не мастер-класс. Поэтому, да. Будем так красить. Если интересно именно в другом формате волосы, или там вот как цветные больше, да, чем натуральные, то пишите. Будем вместе пробовать красить. Почему нет? Я не против. Вот. Дабы сильно не делать его видео длинным, я, конечно, не буду, наверное, полностью ее закрашивать на камеру. Я с вами пораскрашиваю, остановлю. Тут вот, наверное, более светлый. Остановлю, докрашу и покажу. Ну, посмотрим, я еще не решила, как по времени, как по это. Не хочется слишком долго затягивать, слишком надолго. Ну и на промотке, знаете, как-то не очень интересно, поэтому как выйдет сейчас у нас с вами. Вот. Так что, если вас интересует именно, я здесь вот решила попробовать такой формат, не уверена.
Но мы попробуем. Зеленый тоже пыталась подобрать здесь. Такие максимально, видите, здесь не будет штриховки. Здесь скорее будет такой вот волос. Здесь все достаточно темное. Я бы сказала, даже слишком темновато. И поэтому все долго думала, какие сюда зеленые добавить. Да, вот. Не хотелось прям таких вырви глаз, но в то же время, как ни крути, иллюстрация достаточно такая летняя. Вроде как и цветочки, вот эти вот, и лепесточки и так далее. Все достаточно летнее, и поэтому мне бы не хотелось прям слишком ее, знаете, таких холодных, темных каких-то тонов мрачных. Не знаю, не фанат таких, наверное. Я бы так даже сказала. Она будет, я даже не скажу, прям насколько и какого цвета у нас. Скорее будет сегодня, какой будет. Что-то такое. И мне хотелось как-то поярче, потому что здесь вот этого черного прям достаточно. Весь черный фон, видите, да? Нет смысла даже его закрашивать как-то. Все такое черное. Ну и чтобы это не было прям уж совсем холодным, мрачным. Так. На черном призмы хорошо прям, но мне этого здесь особо-то, наверное, и не надо. Так, настолько. Вот. Поэтому я взяла, конечно, за основу зеленые тоже. Пыталась взять такие достаточно светлые. Не взяла салфетку. Вот. Все-таки, мне кажется, вот яркие такие светлые зеленые, здесь то же самое оно. Вот. Поэтому посмотрим сейчас, что получится у нас, и получится ли что-то. Ну а дальше будет, как говорится, видно, что уже и как и где. Да, вот призма здесь на черном прям выбивается. Мне, например, не хотелось бы много ее здесь. Не очень мне это нравится. Вот. Ну, посмотрим. Это первый же наш рисунок, который мы красим в этой раскраске, поэтому посмотрим, что и как будет. Ну, наверное, тоже все-таки для волос не призма. Все-таки тут, я надеюсь, вам видно. То я крашу, выяснится, что ничего-то тут и не видно, да? Вот. Пытаешься как-то штриховать, но призма, я говорю, это сложновато. Можно при желании чем угодно, я понимаю, но более жесткими карандашами, призма все-таки более мягкий карандаш, и какими-то более жесткими было бы, конечно, наверное, проще и лучше в этом плане именно штриховать. Вот. Если именно штриховать, то да. А если просто вот раскрашивать, то я не взяла. Как бы сейчас руками это все не растащить.
ничего не взяла сюда с собой положить, чтобы нам с вами не мешало, не растаскивалась краска. Ну, карандаш, я имею в виду. Надо какую-то салфетку было взять, чтобы не растягивать. Ну, в целом, можно и призмой красить, почему нет здесь. Конечно, немножко это не те получаются волосы. Но в целом можно и призму использовать. Тоже будет неплохо. Все равно, конечно, какой-то такой оттенок рыжего получается. Все-таки что-то такое из области рыжего. Да, ну ладно. Это вот я уже как-то говорила, что изначально, вот как ты увидел изначально иллюстрацию, даже если ты будешь вносить изменения, вносить перед, да, вот я посмотрела, думаю, рыжую сделаю, огненно-рыжую. Потом подумала, думаю, блин, ну там есть с веснушками, и было бы интереснее там все-таки ее более рыжую сделать, а чтобы уже не делать одно и то же. Лучше бы, конечно, здесь что-то такое вот. И все равно, видите, подтон какой-то вот под этот появляется. Что-то такое в рыжину уходит. То есть, если ты уже увидел в каком-то определенном цвете иллюстрацию, так или иначе, ты ее именно в этом цвете и раскрасишь. Конечно, это... Так, я тут еще пыталась некоторые листочки отделить. Ну, именно раскрасить, чтобы немножко отделить от волос все это дело, потому что, ну, всегда можно раскрасить, да, потом стереть, ну, как стереть, если где-то что-то не так закрасил. Всегда это можно исправить, правильнее будет сказать, да, не раскрасить. Но, чтобы лишний раз не травмировать бумажку, и призмы как-то сложновато стираются, порой ластиком, даже клячкой, поэтому в некоторых моментах их прям невозможно убрать. И, конечно же, лучше не рисковать, лишний раз не елозить, а все-таки сразу определилась, где волосы, где листья. И мне так, допустим, проще. Кому-то, может, нет. Мне сразу вот эти цветовые пятна определила, где что. И мне так проще. Все равно вот она какая-то без 5 минут рыжая получается девочка. Ну, в целом, это неплохо. Что-то нужно подложить под руку, а то я прям чувствую, что я начинаю растягивать цвет. Поэтому, чтобы сильно не растягивать, красивый получается цвет, тем не менее. Можно будет потом, допустим, более жестким, наверное, карандашом, если где-то что-то не нравится, уж совсем подправить. И можно будет все это дело так пройтись. Пишите, может, вы считаете, что здесь совсем кардинально другого цвета она должна была быть. Тоже имеет место быть.
Мне не нравится, когда призма попадает вот на черный цвет прям. Мне это совсем как-то не нравится. Не особо красиво. Спрашивали про ластики где-то у меня под видео. Я все как-то не судьба ответить. Какими я пользуюсь, в чем разница, почему использую тот или иной конкретно ластик. Ну и все вытекающие из этого. В общем-то, я как-то так вышло, что, видимо, не ответила. Я не помню, просто отвечала. Нет, и тут как раз вот у нас с вами появляются ластики, мелькают. Так вот, у меня есть, допустим, Faber-Castell, два вида ластиков. Ну, у меня их больше, на самом деле, ну, допустим, сейчас именно карандашами, вот в карандашах. Есть вот такой с кисточкой, есть и без кисточки, есть кисточка белый, и есть вот такой вот сам ластик внутри розовый. Тоже спрашивали, а в чем разница. Этот ластик белый вообще предназначен стирать ручки, чернила. Он жесткий, прям такой вот, видите, он вообще очень жесткий. Он стирает ручки, чернила и так далее, все. Розовый ластик, он мягкий, уже более мягкий, просто он у меня новый, я не точила еще его. Более мягкий, удобный. Он для цветных карандашей, для черно-белых, в общем, просто для карандашей, то есть стерочка. Белый для чернил. В чем разница? Есть еще у меня вот такой, я его прям храню в пакетике. Ластик от, не знаю, видно, нет, отсвечивает, наверное. От тоже Faber-Castell в форме вот такого карандашика. Полностью, видите, ластик. Это гриб серия. Их было красный и серый. Мне серый больше нравится. Не знаю, особо не скажу, что прям разница между ними большая. Но серый как-то, мне кажется, лучше или чище, что ли, стирает. Вот. Чем розовый, вот этот вот красный, точнее. Он вообще идеально стирает, не травмирует бумагу. Шикарный ластик. Ну вот у меня был серый. Я не покупала новый. Тут как-то решила заменить свой ластик. Уже непригоден. А еще девчонки добрались до него. Покусали его. В общем, я решила его поменять. Ну и когда пришла в магазин, к сожалению, был только вот такой в красном цвете. Но это, как я уже сказала, ничего не меняет. Неплохо. Это неплохо, скажем так. Меня вполне устраивает. Он стирает мягко, шикарно. Он не оставляет ничего на бумаге. Он не травмирует бумагу. Ну, если и травмирует, то по минимуму. Прям совсем друг, знаете. Смотря еще, опять же, как на карандаши наносится. Вот. И поэтому меня это очень, скажем так, радует. Так, ой. Авария у нас с вами. Небольшая авария. Что ж такое, не дотягиваю цвет. Вот, поэтому может его потемнее делать. Я стараюсь, у меня просто привычка, я всегда нажимаю очень на карандаш. Это плохо. И я в последнее время прям стараюсь, ну, как можно меньше на него давить. Без нажима. По крайней мере, когда с призмой. Ну, вот сейчас смотрю. Наверное, здесь это не совсем правильное решение в волос, именно в плане волос. В том плане, что не хочет цвет. Вот. Не знаю, что-то не нравится именно призмой. Я, в общем-то, особо очень редко призмами красила волосы. Но здесь прям что-то мне... Не скажу, что я в восторге.
от этого. Так, у меня есть зеленый, не знаю, может светлое сделать, посмотреть, что я попутно еще, вот видите, подкрашиваю, чтобы тогда, мне кажется, более хорошо видно, как все это дело смотрится. Понятное дело, пока не раскрасишь одно, не увидишь, как это будет выглядеть. Если раскрасить еще что-то рядом, то это будет еще лучше выглядеть. Поэтому в целом, ну, сейчас посмотрим. Я тут пару зеленых оставила, чтобы видно было нам. И посмотрим, что получится. Не знаю. Тут вот пару сочетаний у меня зеленых, но я не знаю, как для других иллюстраций. Но, наверное, именно здесь не совсем это удачное сочетание, как по мне. Вот, темновато получается, поэтому не особо мне это сочетание нравится. Я уже максимально делаю их светлыми, чтобы их как-то выделялись веточки, цветочки, волосы, чтобы это все было отдельно, потому что как-то уж слишком темное получается. Сейчас мы посмотрим с вами, что у нас получится из этого. Вот, и получится ли что-то. Ну, в целом неплохо для начала. Так вот. Дабы посмотреть, что у нас получится. Тут добавим, если нужно будет что-то потемнее. Сейчас просто за счет вот этой темноты, черноты, рисунок, конечно, кажется каким-то таким неинтересным, блеклым, темным, мрачным, кому как нравится больше. Но вот когда добавляешь зеленого, мне кажется, прям сразу уже и волосы немножко по-другому, и сам рисунок непосредственно, мне кажется, уже по-другому как-то вот поинтереснее становится. Не знаю, как поступить вот с этой частью. Что это вообще? Деревяшка, травка или все же приближенное что-то к золоту? Не совсем поняла. Так, немножко как-то, чтобы не растирать, потому что смотрю, все-таки пытается растираться карандаш. Вот. Поэтому, чтобы сильно не растирать, мы сейчас максимально прикроем. Вообще, ну вот такие волосы чуть посложнее, наверное, для меня рисовать, как ни странно. Потому что как-то заштриховывая их проще получается, как-то интереснее, проще. Здесь вот немножко что-то я не совсем правильный, наверное, был выбор, но в целом неплохо. Я говорила, я не профессионал, и это далеко не мастер-класс, это всего лишь запрос. Вот. Просто попросили раскрасить, показать. Поэтому выполняем запрос, повторюсь. Ну, может быть, кто-то рискнет повторить даже, может, кому-то
покажется. Вот тут слишком темные моменты, я даже не совсем понимаю, это волосы или все же нет. Тут вот смотрю, листочек. Все-таки он тут листочек. Вот. Где он тут? Лепесточек. Видите? Сложновато в этом плане. Может, кто-то рискнет красить. Может, наоборот, кто-то посмотрит, скажет, не, вот мне не очень такой момент. И может, у кого-то такая же раскраска, да, или из этой серии раскраски. Сейчас кто-то может посмотреть и скажет, ну да, здесь это не подходит. Вот, поэтому в целом, почему нет, имеет место быть. Вот. И такой момент, и такой опыт. Я сама каждый раз крашу, каждый раз учусь. Получается, как бы, да. Здесь тоже вообще первый раз мы красим, поэтому это новая раскраска у меня. И поэтому понятное дело, что я тоже еще пытаюсь понять, господи, в какую сторону вас закрашивать эти волосы. Что-то тут прям эти бублики в разные стороны, локоны у нее. Только в одну сторону приладишься, то смотришь, бац, уже резко. Пора бы в другую сторону делать упор. Вот. Я тоже еще учусь красить. Пытаюсь научиться делать это. Ну, может быть, не скажу, что прям громких слов-то бросаться громкими словами не стану. Прям профессионально. Ну, даже не знаю, как это сказать. Как это можно сказать именно в этом виде творчества. Ну, наверное, пытаюсь, чтобы это было, ну, хоть как-то реалистично. Максимально, насколько я это смогу сделать. Именно я. Ну и, наверное, чтобы не стыдно было, да, что вот совсем уж... Скорее, наверное, как-то так. Вот тут мне момент не нравится. Нужно будет потом прям подправлять. Конечно, многие, во-первых, это не красится за 5 минут. Конечно же, это не красится. Бывает часами, бывает даже несколько дней. Вот тут тоже опять вроде как, я смотрю, листья. Вроде как, наверное, их надо хоть немного, но определить, что это мелкотня. Здесь это листочки, это не волосы. Дабы случайно не... Нет, вроде бы правильно закрашиваю. Дабы случайно это все не закрасить не тем цветом. Ну, знаете, не хочется. Не скажу, что это прям критично, но все-таки вот, таким ярким. Если что, немножко темного всегда можно добавить сюда, чтобы выделить как-то. А то уж совсем темная, да? Плохо видно в некоторых моментах, где здесь все-таки листочки, а где все-таки локоны. В некоторых моментах прям идеально видно, что да, это явно листочек, явно веточка. А в некоторых местах прям я, честно говоря, не уверена. Ну так вроде бы, вроде бы. Немножко растянуть, так сказать, разблендерить. Сейчас мы посмотрим, как это будет. Целенаправленно не стала брать именно белый. Все-таки
Серый как-то немножко, наверное, лучше в этом плане. Вот. Ну и какой-то такой у волос получается интересный подтон, я бы сказала. Вот. Поэтому почему нет? Пусть будет у нас еще и вот так с вами. Поэтому немного тороплюсь. Как я уже сказала, вообще такое не красится одним днем. Бывает, это занимает и несколько дней. Бывает, занимает это гораздо меньше времени, чем кажется. Но потом в процессе раскрашивания ты начинаешь где-то что-то добавлять, где-то убирать. Ну, то есть не всегда раз и конечный результат. В основном, в моем случае, очень часто это в процессе, пока раскрашиваю, могу еще несколько раз добавлять, докрашивать, дорисовывать что-то, именно доделывать. Поэтому это, наверное, нормально. Ну, я думаю, что это нормально. Даже в плане волос или там кожи. Поэтому, да, одним видео, конечно, не скажу, что сейчас это все ограничится. Вот. Извиняюсь, продолжаем наше видео. Я уже тут докрасила и волосы. Так всегда. Начинаешь раскрашивать и обязательно начинает телефон звонить, кому-то что-то надо, в дверь стучать и так далее, и так далее. В общем, да. Я раскрасила плюс-минус волосы, но здесь так, потому что пожалела я, что именно здесь призмой начала красить. Не знаю, мне кажется, как по мне, так зря. Не знаю, какой я... И мне не хочется делать темными, даже не бы сказала, не темными, мне не хочется стандартно розовенькие цветочки. Я бы такая, что, ну, тут так все запущено в этом плане, что я бы, конечно, лучше... Сейчас посмотрим тут, как будет получаться и будет ли получаться. В общем, мне бы не хотелось стандартно розовенькие, как-то, знаете, неинтересно. Ну вот попробовать какие-то такие голубенькие, что ли, цветочки. Здесь как-то призма все-таки... Они рисуют, все в порядке, но как-то... Вот видите... Можно, конечно, попробовать белым это все дело. Так, у меня есть 1087. Посветлее их сделать такими голубыми. Растащить. Вот видите, а так сам по себе он слишком светлый. А этот 1103 он темноватый. Не пойму. Сейчас будем пробовать. Ну, в общем, у нас экспериментальный первый рисунок, так скажем. Ну, в любом случае, конечно, жалко его. Я не говорю, что раз мы первый раз в этой раскраске красим, значит, надо испортить. Ни в коем разе не призываю. Просто, ну, раз уже начали призмой, пусть будет все призмой. Но не нравится. Как-то вот серединку тогда обозначить. Ее здесь толком-то и нету в целом, но все-таки не хочется примитивно так совсем уж, как всегда, розовенькое, знаете, хочется что-то, не знаю, почему-то мне кажется, что они голубые. Может, там голубенькие, синенькие вот эти цветочки, потому что
Ну, похож на один цветочек, и вроде как он синенький. Поэтому я решила, что он у меня тоже будет синеньким. Ну и, так сказать, немножко сейчас мы его попробуем раскрасить. Меня, конечно, пугает ткань, потому что я уже говорила, с одеждой я не дружу. Мне очень сложно ее почему-то оказалось раскрашивать. И, конечно, не знаю, получится, не получится. Буду пробовать. Вот, люблю призмы. Мягкие, классные. Ими красить, конечно же, удовольствие. Даже очень, я бы сказала. Во многих аспектах они лучше-то и нету по многим параметрам. Смешивается вообще идеально. И для кожи, мне кажется. Ну, есть много хороших карандашей. Многие, наоборот, не любят призмы, любят другие. Может быть, и я когда-то скажу, что вот раньше было так, а теперь вот только так и никак иначе. Но пока что там. Вот, кстати, кто начинает, наверное, красить, может быть, даже тоже они смешиваются легко. С ними таких трудностей не возникает, чтобы смешивать их. И, наверное, кто начинает, они, конечно, самое оно, эти карандашики. Но это мое мнение, может, кто-то не согласится. Как я уже сказала, я очень много видела и комментариев у девчонок под видео, многих, кто красит постоянно, да, много. Ну, не только призмами, разными. Я имею в виду, кто такие уже более блогеры, где уже больше народу, больше мнений, так скажем. Есть девочки, прям ругают откровенно призмы и говорят, что ну, не нравится им. Не знаю. В некоторых моментах, да, я бы тоже, может, не согласилась, потому что в некоторых моментах они прям уж слишком мягкие. И, допустим, мне, как любителю, ну, я прям сам, знаете, непроизвольно вот крашу и понимаю, что я давлю на карандаш. И, конечно, для меня призма это слишком мягкий карандаш. Поэтому я стараюсь так уж полноценный рисунок весь закрашивать призмой, ну, как бы не берусь, как правило. Здесь просто еще вот особо-то и нечего красить. А так я бы, конечно, навряд ли рискнула. Я хочу теперь задом наперед попробовать. Сначала. Ну, тут серединки-то и нету. Поэтому, наверное, ее и не видно будет. Вот. Поэтому я не берусь, потому что поначалу я вообще не могла привыкнуть к ним. И я после того, как купила, они долго у меня лежали. Каждый раз я начинала красить, каждый раз убирала их в сторону. Потому что, ну, я просто портила карандаши. На них нажимать совершенно не стоит. Можно, почему нет, но эти карандаши явно без нажима должны быть все-таки. Хотя можно и поднажимать, они тогда еще ярче. И мне казалось, я никогда уже ими пользоваться не буду. Но сейчас вроде как более часто стала ими пользоваться. Очень много. Не знаю. Поэтому не могу сказать конкретно, что они прям зря распиаренные и плохие. Тут как бы на вкус и цвет, да. Вот. Но в целом у этих карандашей очень много тоже достоинств. Во-первых, здесь цветовая палитра. Ну, она может поспорить с многими карандашами. Здесь есть такие оттенки, которые в других карандашах вроде бы большой набор, а именно таких. Угу. Я перепутала карандаш, да? Ну, пусть будет пару прям совсем светленьких. Которые не могут похвастаться такими оттенками, цветами, как, допустим,
призму, потому что есть действительно потрясающие просто оттенки и достаточно востребованные. Вот в других карандашах таких нет, а бывает вот нужен именно такой. Они какие-то здесь даже, знаете, не то что востребованы, они необычные. И в других наборах, конечно, их сложно найти, такие оттенки. У призмы они есть. Это здорово, очень много серых и действительно интересных серых. Вообще хочу сказать, многие работы красивые, но я, например, не рискну сказать, где какая работа. Ну, чем выполнена, да. Но призму увидишь сразу. Вот. Мне как-то видно, когда призмой кто-то красил, а когда же чем-то другим. Вот призмы хорошо прям бывает видно. Вот. Не знаю, чем потом серединку красить. Мне хотелось, чтобы она такая яркая была. Не хочет, слишком мелко. Вот. Ну и вот так у нас с вами получается. Не буду сильно затягивать, потому что видео опять же будет очень-очень вот такие вот синенькие цветочки. Вот такая у нас получилась прическа. Судить вам, насколько она получилась. Ну, мне нравится, я довольна. Единственное, с глазами немножко накосячила. Не тот взяла карандаш, но в целом тоже неплохо. Ну, моменты какие-то подправлю. В целом я показала кожу, волосы. Немножко вот цветов. За кадром я пока сидела, болтала по телефону, раскрасила. И вот это вот украшение, я так и не поняла, что это. Ленточка, деревяшка. Может, вот эти вот из веток, может быть, даже. Ну, не знаю. В общем, я раскрасила, как раскрасила. Получилось вот так. Ну, и вот такая получается девочка. Остальное я, конечно, докрашу. Покажу уже, не знаю, может, в конце месяца готовую работу. Может быть, где-то влог еще, докрасим все остальное. Посмотрим. В целом я довольна, красится легко, бумага вполне прилично себя ведет. Ну и уже в следующий раз хочу попробовать, не знаю, может быть, полихромосом или еще чем-то здесь пораскрашивать другими карандашами. Вот такой получается портрет. Вот такой опыт в раскрашивании. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели, пораскрашивали вместе со мной, кто раскрашивал. Пишите комментарии. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь. Маша, спасибо огромное вам за запрос. Было интересно пораскрашивать на камеру. Немножко чопорно, но это первый такой опыт. Именно красить не просто, знаете, где-то что-то, каких-то зверушек, цветочки, а именно вот уже полноценно. Портрет еще немножко, конечно, бледноватый. Хотя я смотрю на камеру, он совсем бледный, но на самом деле он достаточно хорошо раскрашен. Достаточно в нем цвета. Вот рука мне вот это смущает как-то. Не знаю. Что-то мне в ней не нравится. Именно как нарисовано. Немного смущает. Ну, а в целом я довольна. Какие-то мелкие детали я, конечно, подправлю. Цветочки докрашу уже за кадром, чтобы вас не задерживать. Ну вот с тканью я пока не решила. Я так понимаю, что она все-таки, ну если не полностью прозрачная, то полупрозрачная, судя по нарисовке. Буду думать, как ее раскрасить. Всем хорошего настроения, вдохновения. Ну и всем пока-пока.